На севере центральной части штата Нью-Мексико находится небольшой городок Дульсе, расположенный на горе Арчулета-Месса на границе Колорадо и Нью-Мексико. Дульсе насчитывает около 3000 жителей и является штаб-квартирой нации апачи Джикарилла. Каким бы маленьким и незначительным ни казалось это отдаленное место, с 1980-х годов Дульсе стал центром споров о так называемой программе пришельцев, слухах о подземных туннелях и связанных с ними различных теорий. Всем привет! С вами Финнимор. Изобретатель Пол Бенневиц утверждал, что он обнаружил подземную базу, занятую инопланетянами недалеко от Дульсе. Эта история очень быстро распространилась. Он утверждал, что были похищения людей этими внеземными существами. Он также говорил, что инопланетяне занимались разработкой передовых технологий, включая генетические манипуляции, и все это было частью их предполагаемой инопланетной программы. Их план состоит в том, чтобы контролировать правительство и установить окончательный контроль над Землей с помощью нового мирового порядка. Был заключен своего рода союз между людьми и обитателями базы в Дульсе, который включает в себя связи с теневым правительством через тайные общества, такие как иллюминаты, масоны, Бильдербергская группа и череп и кости. Дульсе, к сожалению, не единственное место на Земле, где, как считается, существуют подземные базы, но именно оно получило наибольшую известность в последнее время. Подземные базы можно найти по всему миру, причем основные действующие форпосты расположены в США, Австралии, Антарктиде и Южной Америке. Согласно этим теориям, все подземные базы связаны друг с другом посредством туннелей, которые обеспечивают связь между базами. Есть даже утверждение, что один из этих туннелей ведет к действующей базе под Ватиканом, которая на протяжении веков контролирует всю западную цивилизацию. В последнее время появилось множество информации на эту тему, в которой делают ошеломляющие заявления, но как бы странно все это ни звучало, может ли хоть что-то из того, что говорят, быть правдой? В поисках ответов давайте обратимся к мифологии. Прежде чем мы предположим, я хочу уточнить, что мифологию, как и многие другие утверждения, мы будем рассматривать скорее как научную фантастику, нежели как факт. Традиционные мифологи утверждают, что боги, которых мы находим в мифах, представляют собой силы природы или порождение чего-то живого воображения. С учетом вышесказанного давайте проверим, поддерживает ли мифология эти, казалось бы, очень необычные утверждения. История о подземных царствах, в которых обитают боги, пронизывает всю мифологию. В зависимости от культур их называли Аидом, Тартаром, Ксибальбой, Даутом, Паталлой и Адом. Эти дома богов не всегда находятся глубоко под землей. Иногда их описывают как находящиеся внутри горы или глубоко под водами земли. Вход в их владение, независимо от места, часто описывается как расположенный через устье пещеры. Вход может казаться открытым в одно время, а затем полностью и мгновенно исчезнуть из виду. Обитатели этих подземных царств не хотели, чтобы их посещала нежелательная или неожиданная компания, однако доступ туда всегда был открыт для избранных. Древние тексты описывали вход в подземный мир как нечто нелегкое. Например, в Популь-Вух майя описывался путь, пройденный братьями-героями Ханхун-Ахпу и Викуп-Хунапу. В нем рассказывается о крутом спуске в жилище владыки Кисибальбы и о многочисленных испытаниях, с которыми им пришлось столкнуться. Подобным образом, в таких текстах, как Египетская книга мертвых, описывается путь, по которому должен пройти умерший бог-царь, чтобы попасть в Дуат. Как и в Попол-Вух, этот путь чреват испытаниями, которые должен пройти человек, чтобы попасть в царство мертвых, в подземный мир. В Вишну-Пуране говорится, что самый глубокий уровень подземного мира, Паталла, находится на глубине 70 тысяч яджан под поверхностью земли. Гильгамеш в эпосе, носящем его имя, описывается, как он прошел 12 лиг в густой темноте, пока не попал в наполненную светом камеру подземного мира. В этих древних текстах подземные владения богов описывают как наполненные домами или огромными залами, где могли собираться тысячи людей.
Фонтаны, растения, высокие травы, деревья и животные всех видов наполняли эту землю. Божественный аскет Нарада, о котором говорится в Вишну-Пуране, утверждает, что посетил Паталу, заявив, что Патала была намного очаровательнее рая. Он воскликнул: что может сравниться с Паталой, где наги-змеи украшены прекрасными, блестящими и излучающими наслаждение драгоценными камнями. Этот край украшен дочерьми дайтьев и данавов. Подобные описания подземных подводных жилищ богов разбросаны по всей мифологии. Дом шумерского бога плодородия Энки, расположенный в водных глубинах, описывается как дом, построенный из золота, серебра и лазурита. Даже писатели, такие как греческий философ Платон, повторяют это представление. Он считал, что Земля усеяна множеством впадин, которые полны воды, воздуха, деревьев, фруктов и цветов. Удивительно, но Платон утверждает, что эти впадины были соединены друг с другом подземными каналами. Но Платон не единственный, кто ссылается на туннели, лежащие под поверхностью Земли. Легенды инков, например, рассказывают об огромных сетях туннелей, пересекающих всю планету вдоль и поперек, с подземными городами. Когда Писаро и испанские конкистадоры вошли в Перу, они похитили императора инков Атауальпу и держали его для выкупа. В обмен на освобождение Атауальпы они потребовали золота столько, что хватило бы заполнить целую комнату. Для людей Писаро дошли слухи, что золото инков хранится в обширной сети подземных туннелей. Согласно легенде, этим туннелям тысячи лет, и они тянутся на многие мили под столицей инков. В последние годы в пещере под Куско проникали многие искатели приключений, но их больше никто и никогда не видел. Одному человеку все же удалось выбраться из туннеля живым. К тому же он вынес оттуда 2 слитка золота. По словам официальных лиц, он сошел с ума. Входы в эти туннели были сразу замурованы в целях безопасности. По крайней мере, такова официальная версия. Между тем, индейцы Апачи утверждают, что их предки укрылись в древних туннелях во время катаклизмов на Земле. Они годами бродили по этим огромным проходам, неся с собой семена жизни в новом мире. Но как насчет другого утверждения о том, что эти подземные базы используются для генной инженерии? Согласно этим утверждениям, именно на самом нижнем 7 уровне базы Дульсе инопланетяне занимаются подобными экспериментами. Опять же, мифология подтверждает это предположение, а коренные американские племена по всей стране наиболее активно высказываются на эту тему. У индейцев Джикарили и Апачи, штаб-квартира которых находится в Дульсе, Навахо и Хоппи, есть давние традиции создания человека и его появления из поверхности Земли. В самом деле, алганкины рассказывают, так самый нижний мир пещера стал переполнен живыми существами, полными незаконченных созданий, ползающих друг по другу, как рептилии в темной черноте. В этом вопросе они не одиноки. Беросус, вавилонский священник, рассказывает об отвратительных существах, населяющих это подземное царство. Он описывал людей, у которых было одно тело, на 2 головы, некоторых с ногами и рогами козла, и даже некоторых с задними четвертями лошади и телом человека. Короче говоря, существовали существа, в которых были соединены конечности всех видов животных. Согласно сообщениям, эти генетические эксперименты проводятся группой рептилоидных существ на самых нижних уровнях базы. Томас Костелло, бывший старший офицер служб безопасности базы, дал показания, что база в Дульсе представляет собой 7-уровневый подземный объект, нижние уровни которого описаны как ряд естественных пещер. Костелло считал, что эти пещеры использовались различными внеземными расами в далеком прошлом. В индуистской космологии наги, змеи, когда-то жили на Земле, но великий бог Брахма отправил их жить под море и на 7-й уровень их подземного царства под названием Патала. В шумерском произведении «Спуск Инанны» в Нижний мир Инанна должна была пройти через 7 ворот, чтобы в конце концов попасть в недра подземного мира. Легенда ацтеков гласит, что Кецалькуатль, пернатый змей, отправился в Миктлан, подземный мир ацтеков, и создал человечество, используя свою кровь и кости предыдущей расы. Во всей мифологии акт создания человечества всегда ассоциируется с определенной группой богов – богами плодородия.
Боги плодородия во всем мире традиционно изображаются рептилиями или земноводными по своей природе и предстают в искусстве как смесь человека и рыбы или человека и змеи. Также утверждают, что истинная цель рептилоидов – контролировать нас с целью доминирования на планете. Они ссылаются на создание нового мирового порядка. Сторонники этой теории инопланетной повестки дня считают, что рептилоиды или подобные продукты их экспериментов по генетическому манипулированию намерены взять под контроль поверхность Земли. Этот захват якобы организует чрезвычайно мощная и влиятельная группа, в которую входят многие из самых богатых людей мира. Некоторые утверждают, что члены этой элитной группы генетически связаны друг с другом. Их цель добиться того, чтобы каждый мужчина, женщина и ребенок на Земле подчинялся их тайным планам. Рептилии также обвиняют в том, что они хотят сократить население Земли, используя разные средства, чтобы уменьшить нашу численность. Утверждается, что легче контролировать 500 тысяч или миллион человек, чем 7 миллиардов, которые в настоящее время живут на Земле. Если взглянуть на мифологию, связанную с этим утверждением, то можно найти несколько столпов поддержки. Идея сокращения человеческой популяции на Земле не является современной концепцией. Например, в шумерском эпосе Атрахасиса мы находим историю, в которой боги делают именно это. Согласно мифу, через 1200 лет после сотворения человечества число людей, населявших Землю, увеличилось. Их шум нарушил сон бога неба Энлиля, который решил послать чуму, чтобы уменьшить численность населения. Это помогло на некоторое время, но когда прошло еще 1200 лет, население снова выросло, и Энлиль снова был обеспокоен шумом. На этот раз, чтобы уменьшить их численность, он попросил бога грозы Адада задержать дожди, и тогда мир пережил великую засуху, в результате которой погибло огромное количество людей. Но население планеты все же продолжало дальше расти. И к тому времени, когда прошло еще 1200 лет, шум стал слишком сильным для Энлиля. Желая облегчить свою проблему, он велел богам задержать все дары природы. Это продолжалось 6 лет. И как описываются в текстах, люди Земли, чтобы выжить, стали заниматься каннибализмом. Бог плодородия Энки пытался спасти людей от голодной смерти, что еще больше разозлило Энлиля. Наконец, в порыве мести, Энлиль решил уничтожить человечество раз и навсегда. Он планировал сделать это, затопив весь мир. Энки снова вмешался и спас человечество от полного уничтожения. Он предупредил Атрахасиса о надвигающемся потопе и велел ему построить лодку, чтобы спасти себя и свою семью. В поисках истины о нашем месте во Вселенной появились многочисленные теории. Мифология действительно подтверждает некоторые из этих утверждений. Трудно определить, основывали ли создатели этих теорий свои догадки на мифе, опыте из первых рук или на чем-то другом. Что мне кажется вполне очевидным, так это то, что большая часть информации, которую выносят на свет, действительно параллельна мифам и легендам, которые передавались нам из древности. Если истории, которые были обнаружены, например, о базе Дульсе в Нью-Мексико, не были основаны на мифологических источниках, но мифология поддерживает эти утверждения, то истории о нашем далеком прошлом могут иметь под собой основу. Это говорит лишь об одном, что боги были живыми, дышащими существами, которые ходили по земле в нашем далеком прошлом, создали человека и сыграли существенную роль в развитии жизни и культуры на нашей планете. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.